Суфийское мероприятие называется Сема. Видите, какой огромный. Просто остановились в туалет, знаете, вот в таких вот перевалах. Какое-то интересное древнее здание. Пойдем к нему посмотрим. Сейчас собирать пойдем. Мы после нашего суфийского мероприятия приехали в гости к другу. Традиционное блюдо сладкое ашуре. Полюбуйтесь только, какое у нас изящное оливковое дерево, да? Уже как созрели оливы, надо собрать их будет. Можно или сдать на масло, выжать, можно засолить и сделать вот по классической. Одной из классических рецептур оливы. Для завтрака себе. Сейчас пойдем с вами в теплицу. Сегодня у нас 7 ноября, что у нас выросло. Замечательная погода под солнцем. Не знаю, градусов 20 точно. Это моя помощница маленькая. Сейчас собирать пойдем. Но мы завтра в дорогу выезжаем на юг Турции. Сейчас вот видите, такие у нас перцы. Они острые, но вот такая у них приятная, сладкая, острая. Маленьких перчиков еще очень-очень много на подходе. И те, которые как на фаршировку, знаете, вот еще и перчики собрала. Ты классные. Здравствуйте, друзья! Я сегодня к вам из теплицы. У нас 7 ноября. Так как завтра мы выезжаем в дальнюю дорогу, хотела вот собрать напоследок что-то, что у нас выросло. Еще много помидор, черри, острые, сладкие перцы, руккола. Сейчас соберу все. Сегодня к нам друг из Индии приезжает на один вечер, и завтра мы все вместе выезжаем на юг Турции. Так что сегодня мы собираемся в дорогу. И еще покажу, как мы будем с вами ехать практически через всю Турцию. Ну, то есть с севера на юг. Не через всю Турцию, а с севера на юг на самом. Теплицу вот сам муж делал еще год назад. В принципе, хорошо она стоит. Большая, просторная теплица у нас. Видите, деревья такие разноцветные. Обожаю осень за эти краски. Очень красиво. Видите, в глубинах много-много. Самое классное, что все эти семена, которые мы тут выращиваем, это семена предков, так называемые, в Турции. Это не те овощи, фрукты, которые мы видим с вами на полках в магазинах, которые все одноцветные и одинаковая форма, одинаковый вкус, слабо выраженная сладость и так далее, или кислинка слабо выраженная. А вот это именно старинные семена, древние, оставшиеся людям от предков, у которых невероятный каждый сорт, очень вкусный, очень насыщенный вкус. И вон у нас уже там рукколы много выросло, надо ее скорее собирать, пока она не постарела. Вот сейчас самое то ее собрать. Вот руккола такая сочная. А помидор сколько, смотрите. Видимо-невидимо. Пойдем сейчас собирать их тоже. Кстати, напишите мне, пожалуйста, вот если кто-то выращивает, если у кого-то есть огород, сад, удается ли вам найти подобные семена чистые, не которые все под копирку овощи, а настоящие древние семена, из которых наши бабушки выращивали.
Из чего, из каких семян вы выращиваете в саду и как на вкус у вас овощи. Интересно очень узнать, как в России с этим дела обстоят и в наших других странах СНГ. Только-только закончились старые огурцы. Обычно я даже с огромных таких желтых огурцов делаю замечательный, вкусный, хрустящий корейский салат. Вы можете в Ютубе найти корейский салат из старых огурцов. Очень нам нравится всей семьей, и мы едим. Ну, остренький он такой, ребеночку не подойдет. Жарко, конечно, в теплице, наверное, все 28 градусов. А снаружи прохладненький, такой легкий ветерок, но все равно солнце жаркое. Сколько насобирали, это прям такой бидон, то видите, какой огромный. Очень много. Особенно вот эти помидоры такие вообще сладкие, сочные. Да и черри все очень классные. Как видите, уже листочки облетели с наших деревьев. Осень в разгаре. Муж уже все вот такой пленкой обмотал на зиму, чтобы можно было и сидеть, ну и чтобы нашими обильными зимними дождями не замочило. Как вам ноябрьский урожай? И перцы, и рукола. Ой, какая красивая, чистая, свежая. Такая прям... Давай маме. Давай покорми маму помидоркой. Дай маме. Помидорку маме дай. Как вкусно, девочка. Вот мы приехали уже в Анталию. Жили такое необычное место. Это вообще они тут делают вот такие домики. И прям рядом, на строительной какой-то ферме. И здесь же мы сняли вот этот домик. Очень была выгодная цена. Ну, для настоящих сейчас, которые реалии в Турции. 30 евро на 3 человек и ребенка. Так вот здесь. Научили нашего друга турецкой фразе, чтобы он попросил хлеб и ложки. Пошел он по-турецки просить. А мы тут с девочкой гуляем. Звуки стройки, но ничего, все равно классно. Видите, такие горы там уже. Вот Анталия богатая, да, на красивые горы. Обожаю то, что в Анталии продают локальные, то есть здесь бананы, которые они выращивают. Смотрите, покупать бананчики вот эти. И еще мандарины тоже местные. Вот наш индийский друг с нами путешествует. Прилетел из Лондона. До этого был в Шотландии. Скоро поедет обратно домой к родителям в Индию. Смотрите, какая дорога красивая. Сейчас мы едем из Анталии в Фетия. Мы едем на суфийское мероприятие. Я еще не знаю, может быть, про это у меня уже отдельный влог будет, а может быть, еще и в этом будете вместе с нами смотреть. Вообще там не разрешают снимать видео, но мы с вами тихонечко снимем. Эта женщина, которая продается, турчанка, спрашивает нашего друга, а откуда, типа, он из Индии? Он говорит, ну там близко к Варанаси. Он такая, ну что, вы сжигаете там эти трупы? Это же такой регион такой, где люди, знаете, они копят годами, чтобы быть сожженными, то есть кремированными в Варанаси. И она такая спрашивает, вы что, там реально трупы сжете там прям в городе, где все видно? Ты расчесываешься расческой? Остановились на заправке на пути на горной дороге из Анталии в Фетия. Тут, во-первых, так красиво, так между горами. Как вам такой вид на заправке? Классный вообще, да? Турция, страна таких красивых гор, красивых видов. Просто остановились в туалет, знаете, вот в таких вот перевалах. Да чего же красиво?
Какая территория, да, тут интересная. Древние какие-то стены. Уже созрели гранаты. Let's camp here then. Это был город римского императорства. И их убивали, потом какое-то было нападение, и они были вынуждены просто бежать, бросать свои дома, такими, как они есть, без всего они убежали отсюда. Деревня называется Каякёй. Сейчас пойдем ближе к этим домам. Это прямо следующее место рядом с нашим мероприятием суфийским, Сэма, который называется деревню, поселение Каякёй. Сейчас еще доберемся, наверное, до родника 17 века. Уже почти забрались. Посмотрите, как хорошо они отделку делали, строили. Так что столетиями их дома стоят. И все с ними в порядке. Даже вон отделка как сохранилась хорошо. Такой интересный вид. Какое-то интересное древнее здание. Пойдем к нему посмотрим. Посмотрели, спускаемся вниз. Сейчас у нас там как раз ужин начнется на мероприятии. Пойдем покажем вам, что нам подают. Обычно там вообще запрещено снимать фото и видео, когда дервиши там крутятся, музыку играют, но они сделали, как ни странно, на этом мероприятии время, когда можно снимать. Но это, правда, 15 минут в день, но есть определенное время в тайминге, когда это можно будет сделать, так что сегодня что-нибудь снимем для вас. Ну вот, прошел один день практически, как мы приехали. Я уже нашла музыкантов, с которыми мы сегодня уже чуть-чуть поиграли. И завтра еще 2 часа будем играть. Вот запахи Средиземного моря и его природы. Так, главное сейчас расскажу. Мы, друзья, приехали на суфийское мероприятие. Это называется Сэма. Это такие немножко закрытые встречи любителей Бога в широком смысле слова, не последователей какой-то религии, а свободно мыслящих людей с верой в сердце, с любовью в сердце, которые собираются в каких-нибудь красивых местах вместе на несколько дней и ночей. 24 часа в сутки играется музыка в специальном помещении. Там люди, дервиши, крутятся. А музыка не останавливается 24 часа. Есть прямо как на мероприятиях лайн-ап, то есть список почасово, кто играет, какие музыканты. Очень много хороших музыкантов и приезжает, и друг с другом знакомится, и находят какие-то творческие коннекты. Ага, Белюр. Да, таким образом я уже 3 года или сколько езжу 3-й год на такие мероприятия. Много хороших союзов на них случилось, музыкальных, потом записи после них. И вообще это духовная музыка, возвышающая. Есть там много и друзей у нас с Украины, из России, из Болгарии, Турции, арабские страны, Иран. Очень много чистых и замечательных людей собирается. Так что все, что смогу, вам покажу. Хорошо, что эта Сэма, конкретно эта Сэма, она такая более открытая, чем обычно, потому что обычно это происходит в местах
достаточно религиозных, да, где люди учатся у какого-то наставника своего в суфизме. Это все про суфизм, да. Такая как бы свободолюбивая ветвь ислама, как будто бы. Но здесь как бы никто не такой, не исламист. Все просто люди с добрыми сердцами любят проводить время вместе и воспевать Бога. Смотрите, там какой-то что-то как труба какая-то, да, печка, камин, наверное, был. Да, в то время, как обычно, люди учатся у наставников. Все сами здесь волонтеры делают. Готовят на кухне, убирают, все сами. В этот раз мы на территории такого пансиона, они там сдают бунгало. Поэтому концепт такой же, но все это как бы выглядит немного более похоже на ретрит какой-то. Но тем не менее, добрые друзья старые, хорошая атмосфера, хорошая музыка. И вот. Так что всех интересующихся я могу направить, если что. Связывайтесь со мной, я вам подскажу, где, когда бывает следующая СМА. Это просто очень классное духовное мероприятие, не привязывающее вас ни к какой религии, ни к чему-то такому. Мы сами не являемся последователями никакого наставника в исламе или там в суфизме совершенно. Меня только душа моя, мой Бог в моем сердце меня направляет. И просто место встречи хороших и по-настоящему духовных людей. Не тех, кто там в церковь ходит, я там не знаю, или в мечеть там постоянно, знаете. Да, эти люди, может быть, тоже ходят в церковь и мечеть, но у них в сердцах и в головах по-настоящему живет любовь. Это главное. А Бог есть любовь. Ну, для меня. Вот. Было большое здание, сейчас такое мы видели сверху. Пойдем его посмотрим поближе. Может, это школа. Да, еще важно сказать, что, в принципе, кто приезжает на СМА, можно оставаться здесь бесплатно. Здесь есть места, где можно спать бесплатно. В этот раз это такой большой затемненный холл, где, в принципе, безопасно, потому что вся территория с камерами. Да и люди, в принципе, здесь такие отборные, хорошие. И там темно, то есть там люди могут спать, найти себе там матрас такой и все такое. И там спокойно спать, а также еще в самом зале, где сама сема. Сема это с арабского значит небо. И сам танец, да, верчение, такое кружение дервишей, так называется. Под музыку о Боге, не просто какую-то там светскую музыку. Все это живая музыка, играется 24 часа в сутки. Сколько сема идет, вот это сема 5 дней, 5 ночей. Столько музыка не останавливается. Очень замечательный, по-моему, концепт, очень очищающий сердце, прекрасный. Да, можно спать также в самом месте, где происходит сема. И тоже имеет какой-то свой очищающий, исцеляющий эффект. Мы в этот раз взяли с собой палатку, потому что у нас малышка маленькая. По поводу еды. Кормят всегда бесплатно, есть завтрак. На обед всегда есть суп. Ну, то есть нормальный завтрак, нормальный обед и хороший ужин. Всегда люди готовят вегетарианскую пищу с любовью, еще делают полезные сладости ночью или вечером их выставляют, потому что люди, многие не спят здесь, потому что кто-то музыку играет, кто-то крутится там, дервиши. Вот такие вот интересные здесь дела. И все это поселение 3000 лет до нашей эры было построено. Представляете, какое? This not find has yet been discovered dating earlier than 4th century. Они открыли это в 4 веке, но это было поселение 3. Это была все-таки церковь. Она сейчас закрыта на реставрацию. Но она была построена намного позднее, чем поселение. Классный такой балкончик. Потихонечку возвращаемся обратно. Ресторан.
Готовят традиционное блюдо сладкое ашуре. В него добавляют, там такой сироп делают, добавляют различные, самые различные фрукты, сухие, все орешки. И мешают, долго готовят на очень медленном огне, часами готовят, чтобы такой пудингообразный получился с этими разными орешками, кусочками. Это символизирует на суфийских встречах то, как мы встречаемся здесь в этом мире и готовим все-таки в нем долго-долго живем, много жизни на медленном огне. И вот такие мы все разные, как эти ингредиенты в ашуре. И потом, конечно же, всем будет предложен этот десерт.
Это ты здесь? Мы после нашего суфийского мероприятия приехали в гости к другу в горную деревню. Это от города Фетия, на юге Турции, это час ехать. Он, оказалось, арендовал здесь большую землю, на ней есть 2 бунгало. Давид, давай я тебя вниз спущу. Значит, наш друг это все себе тут арендовал под большой концепт. Сдает вот такие домики и сам живет в большом красивом каменном доме. Он вообще был успешный бизнесмен в Иране. И там все продал, раздал или как-то... В общем, все там оставил, переехал в Турцию, чтобы здесь свои планы более духовные осуществлять. Сделать здесь, на этой земле, еще ателье по изготовке музыкальных инструментов. И какие-то мероприятия еще проводить. Сейчас покажу вам еще сад. Это домики, которые он сдает. Они в самом низу участка. Сверху, да и отсюда, в принципе, открывается замечательный вид на горы высокие. Смотрите, какие. Ну, сверху замечательный вид просто. Покажу вам. Так, смотрите, какая арка из оливковых деревьев. Оливы такие уже симпатичные, смотрите, какие. Прямо хоть сейчас масло. Хоть масло из них выжимай. Такой сад с фруктовыми деревьями. У нас сегодня 13 ноября. Какой чудесный осенний сад. Упавшие листья, маленькое дерево инжира. Еще какое-то здание. А, это будет музыкальное ателье. А здесь дом сам. Вот с таким видом дом. Правда ли замечательно? Вид на деревню и на горы.